Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию пиво из рубрики прямо из Бельгии от микропивоварни Brouwerij Wildebroek. В начале прошлого века город Виллебрук насчитывал более дюжины пивоварен. Но как-то у них не сложилось, и все они канули в лету. Wildebroek – это микропивоварня, расположенная в самом Виллебруке, провинции Антверпен. Она совсем еще молода, и свой первый сорт пива, а это именно Wildebroek Triple, который у меня на дегустации, представила 10 мая 2014 года. Как говорят создатели, здесь используются только самые лучшие сорта хмеля, а секретный ингредиент дает легкое прикосновение в ароматном послевкусии. Уникальное сочетание штаммов пивных дрожжей создает несравненный аромат. Ну еще бы, неужели кто-то из создателей будет хаять свое детище? Пивовар Люк Писсенс говорит: «Былая гордость возрождается». В детстве я слышал рассказы обо всех этих славных сортах пива нашего региона. Люди готовы были заплатить любые деньги, чтобы снова попробовать их. И имея диплом биохимика, Люк решил, что наконец пришло время возродить пивную культуру региона. С такой благородной идеей и была основана пивоварня Brouwerij Wildebroek. Wildebroek Triple – это пиво верхового брожения с повторной ферментацией в бутылке. О бельгийских трипелях я уже рассказывал не раз, да и не единожды они были гостями на моих дегустациях. Кроме того, это один из любимейших мной стилей пива. Жду с нетерпением встречи с былой гордостью. Содержание алкоголя в нем 8,5%, состав не указан, рекомендуемая температура подачи 8 градусов Цельсия, бутылка емкостью 0,33 темного стекла, крышка без логотипа. На фронтальной этикетке старинное черно-белое панорамное фото, скорее всего это город Виллебрук. От этого этикетка принимает какой-то винтажный вид. Также здесь название сорта, надпись Belgian Premium Ale, логотип пивоварни, упоминание о том, что использовалась технология вторичной ферментации в бутылке, содержание алкоголя, рекомендуемая температура подачи, ссылка на сайт пивоварни и ее адрес, емкость бутылки, срок реализации пива, который, кстати, целых 8 лет, до 2025 года. Контр-этикетка отсутствует. Давайте же попробуем его. У пивоварни очень интересный бокал. Он сродни винному. На нем надпись Wildebroek, Бирен, на тонкой высокой ножке, очень статусный и красивый. Пиво золотистого цвета, туманное, со средней активностью карбонизации, с довольно высокой пенной шапкой белого цвета, устойчивой. При оседании образуются бельгийские кружева. Посмотрите, как это выглядит в бокале, и будем пробовать. В аромате классические бельгийские дрожжевые эфиры, приносящие ноты фруктов и специй, напоминая цитрусовые и цветочные ассоциации с нотами перца, гвоздики и кориандра, а также медовыми нюансами. Вкус мягкий, сливочный, в основе сладость переплетения солодового купажа и фруктовых эфиров. Пряности вступают в противостояние нотам кориандра, гвоздики, белого перца. Дрожжевая кислинка оттеняет вкус, легкая хмелевая горечь хорошо вписывается в баланс, маскируясь и почти отождествляясь с пряностями.
Тело гладкое, среднеплотное. Жаль, что нет информации по начальной плотности сусла, но мне кажется, что она довольно высока. Алкоголь коварно прячется под маской этого вкусового ансамбля, он уже ждет своего момента. Послевкусие тянется легкой перечной горечью, утекающей солодовой сладостью, постепенно уходя в сухость. Кстати, пиво довольно сухое. Резюмирую, что-то я увлекся, плененный вкусом одного из своих любимых пивных стилей. Такое у меня сегодня настроение. Нет, данный трипель не идеален, но с отличным потенциалом. Он достаточно гладкий, ароматный и пряный. Солодовая сладость очень сдержанная. Очень рекомендую всем любителям данного стиля пива. Сорт попал ко мне благодаря проекту Белгберт-Тур, ссылки на который, а также на сегодняшнюю пивоварню будут внизу под видео. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте перепосты. Будет интересно. Пока-пока, друзья.